Народ, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про скрип передней и правой стойки. Напоминаю, это у меня Volkswagen Tiguan, последний рестайлинг. До этого у меня был тоже Tiguan, получается, до рестайлинг. И скрип вот этой панели у меня начался через год, даже больше. Этот автомобиль был приобретен там в конце февраля. И через, я не знаю, через 3 дня начал уже тут, грубо говоря, уже тут что-то скрипеть. Именно в этой накладке. Хотя, когда ставили сигнализацию в салоне, снимали вон ту накладку. Эту никто не трогал. Но именно она издает звуки. И, соответственно, вот уже полгода я езжу вот с карточкой. Я ее сюда вставил, и звук прошел. Видать, эта панель прижалась. Это даже не карточка. Это у нас медицинский полис. Кто не знал, у нас в Вологодской области вот такой даже есть пластиковый полис. Кстати, сейчас включу магнитолу. 14 градусов. Сейчас этого нет. Когда тепло, этого звука нет. Именно когда с утра, вот, часов там 8 я куда-нибудь поехал, там в школу повез ребенка, этот звук происходит, пока салон не прогреется. Соответственно, лето была тишина, и только сейчас, вот когда, только что показал, что 14 градусов, до этого было такое похолодание, и этот скрип уже начал меня как бы бесить. И заказал вот я с Озона вот такой антискрип, комфорт. 300 рублей, так как взял, есть было подешевле, но здесь 5 метров, везде по 2,5, по 3 метра, здесь 5 метров, 15 миллиметров и 1,5 миллиметра толщина. Сейчас покажу, как снимать эту накладку. Это, как говорится, еще приключение еще то. Так что смотрим. Открываем дверь. Зажигание у нас выключено. Для этого нам понадобится вот такая вот лопатка. Вот у меня есть целый набор с Алиэкспресса. Да, вот, кстати, вот смотрите. Кто-то спрашивал, как вот коврики эти Эва. Ну, смотрите, да, вся грязь тут. Вот вся в ячейках. Смотрите. Нам начало извлечь вот эту. Поддеваем. Все, она легко. Все поддели. Извиняюсь, не больно удобно. Так, одной рукой. Вот переключатель подушки переднего пассажира. Ну, тут, в принципе, длина нормальная. Просто вот вытягиваете. Вот можно как вытянуть. Смотрите, сразу скажу. Кто хочет ее отключить, соответственно, вот написано Open. Нажимаете, вынимаете. Но как бы, если вы ее вынете, то с вероятностью 50%, что у вас выскочит ошибка по подушкам безопасности. И если у вас нету некого сканера, вам придется ехать к кому-то, чтобы вам эту ошибку скинули. Если вы с 50%, я даю это, потому что если вы скинете ее и включите зажигание, то это будет 100%, что у вас ошибка вылезет по подушкам. А если вы ее скинете и не включите зажигание, то 50 на 50 уже. Но как бы я предлагаю вот так здесь. Пусть она вот висит в этом проводе, она вам не помешает. Смотрите, нам сначала еще понадобится вот эта вот накладка идет. Вот она, видите,
Вот отсюда и вот до сюда. Она нам... Вот, вставляем руку сюда и тянем на себя. Оп. Видите? Такой зубчик и здесь. Вот он. Вот когда вставляете, потом так вот обратно. Фокус. И теперь ее всю тянем наверх просто. Все, она у вас в руках. Вот она. Просто ложите наверх. И теперь самое интересное. Здесь у нас находится... Я сам это не делал, но видео нигде, кстати, такое не нашел. Нашел только на форумах. Получается, у нас здесь клипса, вот здесь посередине и вот здесь наверху. Сама такая хитрая. Сейчас не знаю, как даже вам показать, так как все это очень плотно сидит. Нам надо сейчас вот эту вот накладку, не боясь, надо вытащить ее сюда. Соответственно, двигаем на рулевое колесо, да? Ну, на противоположную стойку переднюю. Сейчас я выну и покажу вам. Вот видите, появился зазор. Соответственно, смотрите, когда она у вас стоит на месте, вы немножко ее оттягиваете, заводите сюда вот пальцы чуть-чуть, а второй рукой берете за это место и тянете сюда. Главное, не бойтесь, потому что если будете потихоньку тянуть, у вас ничего не произойдет. Надо с таким, как бы, с усилием, с резким. Она вот так должна у вас отщелкнуться. Вот смотрите, там появилась та самая клипса. Неудобно, не знаю, просвечивает. Вот она. Видите, в панели прорезь и в стойке есть прорезь. Нам теперь, смотрите, я теперь беру опять вот такую. Но если у вас нету, в принципе, может какую-нибудь проволочку загнуть. И смысл такой, что нам надо... Вот, видите, я сейчас сюда вставляю. Как показать? Вот так вот туда завожу. И вот у нас есть там прорезь. Как показать? Телефон туда не смогу запихнуть. Ну, слышали звук? Я как бы эту клипсу, ну вот, грубо говоря, вот так вот я туда засунул. И клипсу я вот так вот поднял. Сейчас я, когда сниму всю накладку, я покажу, как это выглядит, когда все снято. Вот, видите? Вот она. Вот она осталась висеть. Вот, видите, да? Вот из этой прорези я вынял. Далее отводим вот так в сторону. Видите? Вот у нас. И-то все, видите, зацепление все вышло. Теперь вот видите, как бы вот смотрим здесь, чтобы аккуратно было, в потолок ничего не заденьте. Мы как должны, берем вот так рукой, тянем кверху и вот так вот проворачиваем. Смысл такой, что смотрите, когда у нас панель пойдет вверх, и вот так будет проворачиваться, как бы выходить из этого. Вот видите, вот. Оп. Все. О, у меня это получилось.
И вот на форумах говорят, да, вот даже видно, да. Вот смотрите на... Это, кстати, я когда смотрел на форумах, никто не пишет, что это пластик. Я думал, вот это железо. Нет, это пластик. Вот он, смотрите, вот он. Вот это все крепление у нас с панели, оно все на пластике, это вообще не сталь. И вот смотрите. Это пластик. Видите, да, вот это все белое. Там, кстати, все шумка лежит за панелью. Не достать. Вон все. Ну, здесь теперь наш любимый непрокрас везде. Здесь такая шумочка лежит. И вот. Вот, видите, показывают ребра жесткости. Вот они. Вот, видите, вот они. Во. Вот они трут. Когда холодно, они издают этот звук. Я помню, вот у меня старая Audi была 80-ка. Тоже я что-то где-то разбирал, и там везде вот эти вот, точно помню, что вот эти вот все грани были именно вот проделаны вот этим материалом противоскрипт. Видите, раньше как бы, заботились, сейчас всем пофиг. Но в то же время я говорю, что скрипит именно эта накладка на правой стойке, хотя ее никто не трогал. А, вот, сразу говорю, вот он этот остается. Его, вот он, например, так был, да? И эти у нас клипсы простые. Вот я могу ее вынять одну. Оп. И показать вам, да? Ну, кто может не имеет представления. Вот она вставляется. Когда будем вставлять, мы будем на нее надавливать, и она туда чик и на место. Про эту, надеюсь, клипсу поняли. Сейчас я на место вставлю и покажу уже. Удобно, конечно, все делать одной рукой, парни. Вот смотрите, здесь она имеет такую прорезь. Вот это когда мы видели сверху, вот, это уже сбоку. Соответственно, мы вот так пропихивали наш инструмент, брали за нее, вот сюда заводили и поднимали ее, выводили из зацепления, и только после этого мы смогли уже, ну, она вышла из зацепления, и вынять уже саму накладку. Вот смотрите, да? Смотрим теперь на стойке, как это было. Не знаю, сейчас фокус, если нас поймат. Вот мы так просовывали, вот так поднимали, и уже у нас все освободилось. И нам теперь, чтобы все вставить на место, нам надо ее вынять. Поднимаем доверху, так она, оп, чик, и вынялась. Ну, теперь мы просто ее ставим на место, так сжимаем, вот. Все. Ну, а сейчас, я не знаю, вот попробую полоску вот сюда наклеить. Вот возьму его, она такая шириной. И вернее всего придется не так полоску клеить, а маленькими заклеивать. Ну, всю площадь, наверное, заклею, но вот так. Потому что мы будем вставлять эту накладку вот так. Если мы просто наклеим полоску, наверное, все это сдерет. Потому что она узкая, а я хочу туда где-то на сантиметр спустить, чтобы точно. Что, видите, далеко на то спускается. Нарежу такими кусками, наверное, сантиметра по 3-4. Такими, и эту площадь всю проклею. Конечно, можно, наверное... Нет, наверное, знаете что, парни, чтобы зачем там лишнее клеить? У нас, соответственно, 1, 2, 3, 4. Больше никакие не будут касаться. Я сейчас
вот это место все полосками такими заклею, ребра. И, в принципе, это потому что они у нас скрипели. Больше ничего издавать тут, я думаю, что не может. Тут... А, кстати, знаете, что я сейчас делаю? Она же тонкая у меня. Вот здесь я проклею, потому что когда мы панель ставим на место, у нас вот это вот примыкает вот сюда. И может быть здесь еще что-нибудь. Ну, я не знаю, если чисто подстраховаться. Потому что больше у нас ничего не касается. Ну, соответственно, и здесь. Сейчас приклею и покажу. Вот, народ. Все. Так обклеил. Он очень тоненький. Покажу, если вот, смотрите. Видите, он тоненький какой. Я не знаю, какой купите вы. Ты что, я говорю, что купил 300 рублей на 5 метров. Видите, какой большой рулон остается. Соответственно, отрезайте какой кусок вам надо. Здесь такая защитная пленочка. И под ней такая липкая субстанция, не знаю, как назвать. Это у вас будет уже... Вот она. Соответственно, на второй так. На третий. А здесь все ребра обклеил, все. Думаю, что вернее всего, что работали только вот эти вот. Раз, два, три. Но так как они все по одной высоте были, я их всех обклеил. Еще раз говорю, мне не жалко 5 метров. И смотрите, я еще вот сюда как бы их завернул. Это будет не видно. Вот до этого места, да, грубо говоря, там сантиметр. Все уйдет туда под панель. Для чего это сделал? Ну, потому что сейчас я буду ее туда засовывать. Чтобы как бы задир не пошло. Если бы ровно сделал, могло бы завернуться. А тут вот. Я думаю, что все нормально будет. Теперь второе, как говорится, трудно говорят. Когда вставляешь, трудно вот попасть, и все очень плотно. Ну, видели, да, как вынимал. Немножко почистил. Да, кстати, вот смотрите, сейчас сразу покажу, пока видно. Смотрите, вот это вот. И здесь выемка. Когда будем все собирать, потому что мне потом будет уже так наглядно это будет не показать. Вот когда мы вот эту накладку будем вставлять. Здесь видели, видите, показывал вам сразу. Так роют. Вот. Видите, как бы два крючка. Соответственно, мы вот так вставляем. Что показать, не знаю. Вот. Чик, слышали? Все. Все у вас так вот будет. Долго опять затянул, но кому как бы не интересно, можете посмотреть только чисто как снять. Никак не хочет фокусироваться. Вот сначала, ну я так думаю, что вот сначала туда ближе к лобовому стеклу вставляем. Вот уже начинает заходить. Ну сейчас, парни, я хоть как отключаюсь, потому что мне никак уже одной рукой не сделать ничего.
Но сразу смотрите, сейчас, когда буду вставлять, буду контролировать, чтобы не зацепиться ни потолок, ни вот этим крючком, ну, вот этой скрепкой. Буду здесь контролировать, ставлю руку, чтобы ничего не сделать, а второй рукой буду все вот это место заводить. Смотрите, короче, сразу говорю, скрепку я вот эту вынял, вот она мне. Я потом уже ее, рука сюда пролезет, я ее на место вставлю. Смотрите, давим ее туда, а второй рукой, пальцем, вот так вот туда загибаем ее. И смотрите, хоп, и все, она туда пошла сама. Хоп. Здесь у нас уже, вот она, видите, тут скрепка не видно, вот она, все попадает, и это попадает. Все. Сейчас эту скрепку вот так сжимаю. Все. Проверяем, чтобы у нас ничего не задралось нигде. Здесь у нас все стоит. Здесь стоит. Здесь попало. И здесь попало. Так, секунду. Смотрите, да. Сейчас уже все вставил. Все. Смотрите. Видели, да? Нижнюю эту попадаем. Слегонца так стучим, чтобы она туда защелкнулась. Это не будет заходить. Ну, по крайней мере, у меня вот верхняя никак не шла. Зазор такой был. И можете потом, в принципе, на видео посмотреть. Когда видео скрепку вставлял, ну, в самой вот этом месте, самой закладной, где скрепка вставляется вот этой панели, там еще есть такой, типа, штифт такой, кокс пластиковый. И вот на стойке тоже есть отверстие. И я посмотрю, что у меня не совпадает это место. И я саму вот эту накладку приподнял кверху, чтобы она визуально вот с этим совпала. Бам! Все на месте. Все, стоит. Все нормально. Руки у нас чистые, мы ничего не заморали. Так. Здесь, значит, соответственно, теперь вставляем так. Да че, парни, одной рукой просто мне неудобно. А, вот. Так. И, соответственно, теперь здесь. Вот. Сама просится, видите? Чик. И туда. Ну, осталось резинку. Вот, видите, резинка здесь. Двумя руками быстрее все это сделайте. Туда еще поправил. Здесь все прижал. Здесь стоит. Здесь где-то. Все здесь совпало у нас. Здесь. Ну и, соответственно, начинаете туда вставлять это. Проводка сама туда уходит. Ну, сейчас просто совмещаем клипсы. Вот. Ну, надеюсь, все. Включаем зажигание. Надеюсь, подушка не бахнет. Ничего не прилетело.
Все. Будут похолодания. Отпишусь по результату. Как-то так. Любите свои автомобили.